Всем привет! С вами Егор Еремеев и компания SMAPS. Сегодня я нахожусь в уникальном месте. Это международное отделение самой старой школы Великобритании, одной из старейших в Европе и во всем мире. Школа была основана еще в 7 веке, то есть можете представить себе школу, которой больше 1000 лет. Где она находится? Находится она в 50 минутах езды на поезде от Лондона, то есть очень рядом. И что стоит знать о King's International? Вот эти два здания, то, что я вам хотел сказать, они были построены в 2018 году, абсолютно новые. И вот эти два здания, причем оба здания, выиграли британскую награду. Они заняли первое место среди всех зданий страны для учебы. То есть дети, которые здесь учатся, они учатся в лучших условиях для обучения среди всех школ Великобритании. И что круто понимать, что это в одно время история школы начинается еще больше 1000 лет назад, то есть это школа с богатейшей историей. И при этом школа вкладывается в новые современные здания, корпуса, привлекает иностранных студентов. Кент – графство, входящее в состав юго-восточной Англии. Здесь родились и создали известную на весь мир группу Rolling Stones, Мик Джаггер и Кейт Ричардс. И здесь, в этом графстве, находится город Кентербери. Одна из знаковых достопримечательностей города – Кентерберийский собор, являющийся главным англиканским храмом страны и одним из старейших соборов. Здание собора было сооружено в 603 году и выполнено в готическом стиле. Кентерберийский замок – еще одна достопримечательность города, является второй крупнейшей достопримечательностью сразу после Кентерберийского собора. Это нормандский замок, который являлся одним из 3 первоначальных королевских замков Кента, наравне с Рочестерским и Дуврским. Все эти замки были построены после битвы при Гастингсе, на основной дороге, которая ведет из Дувра в столицу Англии. Как раз по этой дороге и шли в 1066 году войска Вильгельма Завоевателя. Несмотря на то, что город является древним, культура, развлечения и образование здесь на самом современном уровне. Примером этому является King's School Canterbury, которая является старейшей школой в Великобритании и при этом имеет самый современный международный колледж, в котором используются самые последние технологии и методики в обучении. В школе постоянно проживают тьюторы и постоянно проживают метрон. Это как бы вторая мама для детей. Значит, как распределены этажи? Здесь 3 этажа. На первом этаже учебные классы. Второй этаж – это этаж, где живут мальчики. Третий этаж – это этаж, где живут девочки. И у принципала, то есть главы школы, у нее здесь есть своя комната или квартира. Комната это сложно назвать, это скорее всего квартира, которая идет на все 3 этажа, и у нее есть доступ ко всем этажам, то есть она за всеми может следить. Здесь постоянно находится тьютор, персональный тьютор, и дети всегда, когда у них есть какие-то вопросы, нужна какая-то помощь, здесь всегда на кампусе находится человек, академический тьютор, которому можно задать вопросы, проконсультироваться, и он всегда поможет с тем, чтобы нагнать успеваемость, помочь ребятам, организовать психологическую помощь, академическую помощь, любую. Все здесь это делается. Сейчас я нахожусь в кабинете музыки. Здесь стоит все самое последнее оборудование для детей. И, к примеру, мне рассказали, что проходят дети. Одно из последних заданий было придумать саунд-дизайн для истории игрушек. Помните, там мультик «История игрушек». Всем детям был дан фрагмент, и они придумывали, сами здесь записывали. Здесь есть программы, установлены все необходимые, самые последние программы на Маке. И потом они сравнивали, кто что сделал. На мой взгляд, очень круто. Есть отдельные комнаты для персональных занятий. Пианино, флейта, ну и много всего другого. Придумывайте, называйте, оно все будет. Во всех смыслах структура школы является уникальной. В основе лежит классическая британская система образования, строгая и селективная. При этом в состав школы входит и Международный колледж King's. Другими словами, это международное отделение, куда иностранцы могут поступить для подготовки к поступлению в лучшие британские школы. В Англии Кентербери также известен тем, что является одним из самых безопасных мест для обучения.
сейчас Джеймс показывает помещение школы, и, пожалуйста, вот вам одна из частей школы. Здесь стена, вот эта, которая разделяет, может отделить коридор от зоны, мне даже сложно сказать, назвать это зоной отдыха или зоной учебы. И на ней можно писать, здесь спокойно можно собираться в группы небольшие, делать какие-то проекты. По-моему, очень круто. Я не знаю, мне прям очень понравилось. И, конечно, общая зона для отдыха. Здесь есть и стол, где дети могут поиграть в настольный футбол. Здесь стоят столы, где можно есть любую еду. Помимо того, что у вас есть столовая, вы можете принести, купить сюда еду из магазина, принести ее, приготовить. Здесь собраться с ребятами, диваны, телевизор, посмотреть все. И, блин, окна от потолка до пола. Высота, наверное, метра 3. У вас выход окон на двор. И с этой стороны тоже окна по 2 метра в высоту. Выход в коридор дальше и выход еще дальше на внутренний двор. С обоих сторон у вас зеленые зоны. Маленький тур по комнате. То есть большие шкафы. Во-первых, потолки. Вы видите, здесь идет как мансардное такое помещение. И высота, наверное, метра по 4. Опять большие окна. Суперсовременная мебель. И комнаты идут по 2 человека. У каждого свои шкафы, учебная зона, пожалуйста. Есть для детей и сейфы, если что-то положить. Мне, кстати, сказали, что приехал один парень, который привез, ребята, внимание, 178 пар обуви. И смотрите, сразу же вы, когда заходите, уже специально встроенные под обувь полочки. Ну, правда, 170 пар сюда не влезет. И, как всегда, важны маленькие вещи. Посмотрите, что даже здесь, как продуман шкаф, и сбоку есть вот такая полочка, куда можно что-то положить. Пожалуйста, вы можете включить свет, почитать себе. Но приятно. И смотрите, еще какая фишка в школе. То есть помещение, спальная комната, она большая. При этом стол может выглядеть относительно небольшой. И стул, вы видите, стоит табуретка. Это классная, как бы специально сделанная табуретка, и все это сделано специально. Вот это узкий небольшой стул, это табуретка, чтобы дети не сидели в комнатах своих, а чтобы они шли, общались вместе, работали над проектами, учили английский язык. То есть все продумано настолько до мелочей, чтобы как можно быстрее, лучше был прогресс. Сделайте вы здесь 2 метра стол, сделайте вы здесь, поставьте здоровую кровать, ну сюда поместится, легко поместится. Но когда дети будут больше проводить времени на кровати, правильно, и сидеть в своем компьютере здесь. Надо это? Нет. Здесь могут заниматься практически любым спортом. И вот, к примеру, один из залов. Этот зал не только для баскетбола. Мы видим баскетбольные площадки. Есть открытая уличная баскетбольная площадка. Есть закрытая. Здесь также можно играть в мини-футбол. Здесь предусмотрено все для занятий фехтованием. На стенах висят таблички, я, к сожалению, в фехтовании слабо разбираюсь, но висят таблички, которые сразу же считают очки, которые набирают фехтовальщик. То есть здесь все для этого предусмотрено. Есть столы для настольного тенниса. Здесь ребята занимаются плаванием, занимаются сейлингом, то есть плаванию на лодках. Здесь практически все, что вы можете придумать, здесь все это есть. На стенах все картины, все искусство, что здесь мы видим в здании, это все сделано или учениками, или выпускниками школы. Еще один нереально крутой кабинет искусств, и здесь
занимаются рисованием, художественными всякими делами, здесь занимаются фотографией, учатся работать с программами Adobe, сразу же на полках стоят разные новые старые видеокамеры. Самое сердце театра в King's International. Ребята, вот отсюда происходит весь продакшн, и ниже сцена, посадка на 350 мест, полностью трансформированный зал, когда сиденья могут убираться, оркестр, когда ставится вниз. Если вы занимаетесь театром, если вы хотите попасть в кино или куда угодно, это просто нереально крутое место для этого. И как у любого театра, здесь есть и своя гримерная, причем, ребята, очень серьезная. И еще маленький момент. Вот этот театр, он также арендуется профессиональными организациями, которые делают театральные постановки, выступают. Еще, ребята, посмотрите на размер вот этого зала. Это где дети занимаются и учатся ставить спектакли, играть на сцене, просто чтобы вы понимали размер всего этого. И я просто не знаю, не могу представить себе, где можно найти лучшие условия. И если вы думали, что это все, нет, это еще не все. Зеркальная комната, такая же, как для театральных постановок, только это уже для танца. Танцы тесно связаны с театром, и для них здесь один свой отдельный вот такой крутой зал.